Дорогие мои подписчики и гости канала, хочу сегодня вам показать, как вяжется вот такой узор. Из него был связан снуд, и одна из подписчиц попросила меня показать, как вяжется этот узор. Значит, этот узор это двухсторонняя патентная или пышная резинка. Значит, раппорт узора 24 петли, 28 рядов. Таких раппортов у меня набрано 4, то есть это 96 петель плюс 2 кромочных, 98. Вот в этом снуде. Вязала я из Нако Деним, из пряжи Нако Деним. Сейчас у меня вот посветлее есть вот такая тоже Нако Деним. Естественно, из темной я показывать не буду. Пряжа немножечко такая плоская, поэтому вначале я наберу на 4,5 спицы острые, позже я их поменяю. Вы это увидите, чтобы вы понимали, почему так. То есть вот такую плоскую пряжу лучше вязать тупыми спицами. Этот узор, вот 24 петли, это по сути 2 жгута по 12 петель. У первого жгута перекрест налево расположен в 13 ряду, а у второго жгута перекрест направо расположен в 27 ряду. И так они будут меняться периодически. Значит, сейчас я делаю набор 24 петли плюс 2 кромочных, итого 26 петель, один раппорт. На спицах сейчас 24 петли плюс 2 кромочных, 26 петель. Снимаем кромочную петлю. Далее у нас ряд установочный, он больше повторяться не будет. Это просто резинка 1 на 1, лицевая и изнаночная. Кстати, я буду вязать бабушкиными петлями, потому что вот в этом случае, наверное, это все-таки удобней. Я вяжу и тем, и другим способом. Провязали мы сейчас установочный ряд. Я перехожу на тупые спицы теперь. Первую снимаем, кромочную, и провязываем лицевую петлю проколом на ряд ниже. Провязали изнаночной, изнаночной. Проколом на ряд ниже провязываем лицевую. Изнаночная, обычной изнаночной. Проколом вниз в петлю ниже провязываются все лицевые, а изнаночные изнаночными. Так вяжется каждый ряд. Кромочную провязываем изнаночной. Разворачиваем. Сейчас у нас третий ряд. Вяжем вот точно так же. Снимаем кромочную. Лицевую петлю проколом на ряд ниже. Изнаночную, изнаночной. Лицевую проколом на ряд ниже. Изнаночную, изнаночную. Это рисунок двухсторонний, поэтому каждый ряд провязывается, петли провязываются одинаково. Кромочная, изнаночная. И сейчас мы провязываем таким образом до 13 ряда. В 13 ряду у нас будет перекрест первого жгута налево. Я подошла сейчас к 13 ряду. Если вы боитесь запутаться, используйте счетчик рядов. У меня он электронный. Значит, потому что здесь вот просто так как бы посчитать петельки вам не удастся. Каждая петля это 2 ряда. Ну, либо считайте, конечно, кому как удобно. И теперь нам нужно сделать перекрест первых 12 петель в этом раппорте. 6 на 6 налево. Снимаем кромочную. И переносим на дополнительную спицу 6 петель. Оставляем перед работой. И теперь с левой спицы 6 петель провязываем пышной резинкой или патентной резинкой. 3, 4, 5, 6. Возвращаемся к дополнительной спице и с нее провязываем 6 петель. Продолжаем также вязать патентной резинкой в лицевую на ряд ниже.
Теперь 12 петель мы провязываем пышной резинкой, патентной резинкой до конца ряда. Кромочная, изнаночная. Поворачиваем на изнаночную сторону. И сейчас мы должны провязать 13 рядов. Подходим к 27 ряду. В 27 ряду сейчас мы продолжаем вязать патентную резинку двустороннюю. И в 27 ряду мы сделаем перекрест следующих, то есть второго жгута следующих 12 петель направо. Мы подошли к 27 ряду. Сейчас вот будет у нас начинается 27 лицевой ряд. И в нем мы будем делать перекрест у второго жгута направо 6 на 6. Снимаем первую, провязываем следующие 12 петель патентной резинкой. Так, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. И сейчас снимаем 6 петель на дополнительную спицу. Раз, два, три, 4, 5, 6. Оставляем за работой в этот раз. Всегда, когда мы делаем перекрест направо, спица остается за работой. Провязываем 6 петель с левой спицы пышной резинкой или патентной резинкой. 2, 3, 4, 5, 6. Теперь с дополнительной спицы провяжем все петли. Для этого я кромочную тоже перенесу на дополнительную спицу. Так мне удобнее будет. Да и вам тоже. И провязываем с дополнительной спицы также патентной резинкой 6 петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6 и кромочная. Сделали перекрест в 27 ряду. Теперь мы провязываем 28 ряд, последний ряд в этом раппорте. И начинаем раппорт с первого ряда. Но в первом ряду мы провязывали, это было начало вязания, установочный ряд. И первый ряд был у нас как обычная резинка 1 на 1. Теперь первые ряды у нас всегда будет пышная или патентная резинка. Теперь я вам покажу второй раппорт, но уже с использованием счетчика рядов электронного. Обычно я его вот таким образом на палец надеваю. Включаем 0. Вот сейчас у нас первый ряд. Второй ряд. Третий ряд. 12. Мы подошли к 13 ряду.
И сейчас мы снова должны сделать у первых 12 петель перекрест налево 6 на 6. Снимаем кромочную петлю, 13 ряд. На дополнительную спицу переносим 6 петель, 2, 3, 4, 5, 6. Оставляем перед работой. И теперь провязываем с левой спицы 6 петель патентной резинки, 2, 3, 4, 5, 6. Теперь с дополнительной спицы тоже провязываем 6 петель патентной резинкой. И оставшись с левой спицы провязываем патентной резинкой. Переходим к 14 ряду. Далее продолжаем вязать патентную резинку до 27 ряда. Подошли мы к 27 ряду. Сейчас у нас 27 ряд. И мы должны сделать перекрест второго жгута направо. Снимаем кромочную, провязываем 12 петель пышной резинки. Раз, два, три, 4. Так, 12. Раз, два, три, 4, 5, 6. Да. Теперь снимаем 6 петель на дополнительную спицу. 2, 3, 4, 5, 6. И оставляем за работой. Провязываем с левой спицы патентной резинкой или пышной резинкой 6 петель. Как и в прошлый раз, я сейчас кромочную перекину на дополнительную спицу. И теперь с дополнительной спицы мы тоже провязываем 6 петель патентной резинкой, лицевая в петлю ниже рядом, на ряд ниже. Провязали мы 27 рядов, у нас остался изнаночный ряд, сейчас я его провязываю. Последний ряд в этом раппорте. Далее мы снова начинаем с первого ряда, столько, сколько вам необходимо для снуда. Я на себя примеряла и, в общем-то, закончила, когда мне, скажем так, ширины его хватило. Вот такой узор получился. Всего доброго. С вами была Марина, канал Вяжем вместе.